9 сентября в Екатеринбурге мужчина напал на девочку-подростка в подъезде с ножом. Также 9 сентября, только уже в городе Москве, мужчина пытался дважды изнасиловать несовершеннолетних детей и девочек. Что с ними происходит вообще? Что это за люди? Это психическое расстройство, либо какое-то помешательство? Давайте все вместе разбираться. Это диванные новости. С вами Миша Выплюшка. Обсудим наболевшее, не отходя от ковра. Погнали, ребят. Начнем с новости, которая в Екатеринбурге была. Сейчас посмотрим кадры того, что происходило. Они попали на камеру. То, как вот этот неизвестный мужчина напал на девочку. Подростка. Так. Вот мы видим, она заходит в подъезд. Он прошел сначала мимо нее. Прошел. Так, вот она там ожидает. Он сейчас вернется, этот сука. Причем камера шевелится, видимо, кто-то следит. Вот он возвращается обратно и просто ни с того ни с сего бьет ее дважды ножом в печень. Вот так вот все это происходило, ребят. Ну, это просто пиздец, слов нет вообще, блядь. Не знаю, как это можно объяснить. Говорят, что это случай, там, кстати, в этом городе уже не первый. Уже это происходило несколько месяцев назад. Там тоже человек зашел в лифт и без каких-либо причин избил женщину. Причем он ничего не забрал. Ни в этот раз, ни в тот. Неизвестно, тот же этот человек, либо какой-то другой. Что ими движет, тут уже, наверное, следствие разберется. Не факт, что они как бы не знакомы, но вряд ли что-то могла 17-летняя девушка сделать человеку такое, чтобы он мог ее взять и вот так вот ударить ножом. Если только там это какой-то, не какой-то парень, который в нее там типа был влюблен. Я встречался с такими людьми, когда находился по ту сторону колючей проволоки, был у нас такой Илюша. Он влюбился в подругу своей сестры, а сам мы его и звали Илюша Маньяк. Он и выглядел приблизительно как Чикатило. И, в общем, он влюбился в подругу своей сестры, а та, естественно, как бы на него внимания не обращала, он такой вообще неприметный малый ботан. И, в общем, он пришел и, не знаю, по-моему, не убил ее вот именно до конца, да, но покалечил, затыкал там что-то 100 ножевых ранений, знаете, вот таким вот ножичком, который есть в щипчиках для ногтей. Там выдвигается вот такой маленький ножичек. Короче, там вот 100 ударов таким вот ножичком маленьким, блядь. Вот ему, короче, дали 4 года за это все. Это просто к сравнению вот такой же тип людей. Возможно, это произошло вот на такой почве, это просто мои доводы. Я не знаю, там еще как бы этого хуя не нашли. Вот. Но это все равно, это очень страшно. Люди вот эти, которые с такой психикой, если, к примеру, взять, как вот, пример, который я привел, вот этого человека, да, который со мной отбывал наказание. Блядь, насколько надо быть просто, вот, не знаю, закомплексованным, забитым человеком. Не знаю, он в этом виноват, или воспитание, или общество, или родители. Либо кто-то еще там из окружения. Насколько вот надо быть таким, не знаю, с человеком слабохарактерным, чтобы, не то слабохарактерным, блядь, это даже не так называется 100%, чтобы вот такие вещи исполнять за то, что тебя девушка вот не приняла, отказала. Это даже не то, что Отелло, да, я хотел сказать сейчас. Отелло-то он за ревность, вот, молилась ли ты на ночь Дездемона. Тут уже другое совсем. Сложно мне об этом судить, потому как я сам никогда таких проблем не испытывал, когда как бы из-за девушек там, из-за женского пола в такие крайности не впадал. Сейчас давайте посмотрим, разберем второй случай, потом продолжим. Так, тут видео нету, тут я вам почитаю. Так вот, новость эта вышла сегодня, но произошло это все, извиняюсь, 9 числа, 9 сентября. В Москве поймали педофила, нападавшего на детей в подъездах. Полиция задержала маньяка, нападавшего в разных районах Москвы. Атаковал своих жертв он в подъездах жилых домов, сообщает РЕН-ТВ. Мы очень любим этот канал.
Две девочки смогли отбиться от извращенцев, подняв шум и оказав серьезное сопротивление. В итоге преступнику пришлось скрыться. В другом случае он напал на 8-летнюю девочку в лифте. На 8-летнюю. К счастью, малышка тоже оказала маньяку сопротивление и сумела расцарапать ему лицо в 8 лет. Так, ну ладно, понятно. Ребята, в общем, тут не написано, но по данным, которые предоставляют также средства вот эти вот массовой информации, ему 18 лет. Его фотографий, к сожалению, нет, этого хуеплета. Очень бы хотелось на его рожу посмотреть, но я приблизительно представляю, как он выглядит, потому что я на своем веку вот таких мудазонов повидал в местах не столь отдаленных. Тут вообще добавить нехуя. Я считаю, что это, ну, это не люди, это вообще это животные, звери. Как и все, что происходит в нашем мире, весь ужас и криминал, это появилось не сейчас. Сейчас это просто, конечно же, больше обострилось. Всегда были педофилы, маньяки, людоеды и прочее, прочее, прочее. Сейчас, в свете того, что мы живем в век информационных технологий, очень много порно на любой вкус. Хоть с бабками, хоть с животными, хоть с инвалидами, хоть с кем. Это, конечно, все это очень сильно разлагает разум человека и его внутреннее душевное состояние, если люди расположены к этому всему, как бы к этим всем извращениям. Да, они очень все это подпитывают просмотром все вот это вот поеботы, и потом им приходит прекрасная мысль, ну а как ему еще там себя вот такого недотепу, блядь, конченого взять и как-то удовлетворить, да? Только с теми людьми, они нападают, вот эти вот маньяки все и прочие поебень, да, как их можно назвать, они нападают только на тех, кто слабее. Очень редко бывает, там, да, есть там в криминальной России выпуски такие, где человек, ну вот будучи маньяком, да, там Иван Продан был, потом еще, блядь, не помню, как его, который роман-то писал. Напишите в комментах, если знаете каких-то таких еще маньяков, которые нападали на мужчин, блядь, и на прочую, как бы такую вот силу, которая может дать им отпор. Вот, ну, они боятся опиздюлиться, естественно. Вот. И, естественно, блядь, они нападают там на бабушек, на детей, там, ну, на женщин, блядь. Ну, как с ними бороться? Я, честно говоря, не знаю. В психиатрическую больницу отправлять, проверять. Я еще раз повторюсь, я не понимаю, почему у нас в век вот этих цифровых технологий, почему людей не проверяют хотя бы каким-нибудь простейшим способом. Да? Я не говорю, что нас надо тотально всех контролить. Нет. Хотя кого-то, может быть, и надо. Но, сейчас просто мысль, блядь, формулирую в своей пустой коробке, но все люди, кто из неблагополучных семей, кто состоят там на всяких учетах и так далее, на кого стоит обратить внимание, не так сложно их проверить и следить за ними. Почему это не исполняется, я не ебу в душе. Неужели работать некому? Неужели у полиции нет времени? Наймите каких-то психологов. Почему мы просто смотрим на это, на все спокойно? Почему? Почему ничего? Вот это все происходит, и их просто продолжают искать, подают в розыск, и не всегда находят этих людей. Иногда вот посмотрите, вот в «Криминальной России» есть очень много выпусков, люди орудовали десятилетиями, и их только после этого как-то находили. Есть такие, которых и не нашли до сих пор. Ведь люди продолжают пропадать, и продолжаются всякие нападения. Почему не заняться этим более, как бы, не знаю, блядь, не подробно, а как более серьезно, да? Почему как-то не выделить на, не знаю, каких-то врачей, психологов, чтобы как-то вести учет вот этих всех вот, людей, как-то делать какие-то психоанализы проживающих, блядь, не знаю, участковый не будет, конечно, делать всех проживающих у себя в районе, блядь, психологические тесты проводить, хотя надо было бы. В этом нет ничего такого, нет ничего сложного.
Вот, но я считаю, что, знаете, это философия, конечно, но я считаю, что меры какие-то надо предпринимать. Почему мы просто вот на это все как бы смотрим и в ахуе как бы сидим и размышляем, блядь, ну это пиздец. Никуда никого не выпускать, никуда ничего не ходить, оглядываться, в каждом вечером прохожем видеть маньяка и так далее. Я не знаю, может, конечно, это специально делается для чего-то. Я всегда рассматриваю как бы, ну, с разных сторон всю вот эту канитель. Может быть, реально там как-то, блядь, чтобы люди сидели дома лишний раз, никуда не выходили. Так пытаются предостеречь. Может, это все постанова, я не знаю. Это же, блядь, это всему, что ты видишь. Вот если бы я своими глазами увидел, блядь, да, я бы поверил. Вот я скажу вам так, не надо верить всему, что вам говорят и показывают по телевидению и теперь уже в интернете. Да даже мне в том числе, ребят, никому не надо. Никому не верьте, серьезно, блядь. Я верю только себе самому. И то не всегда. В общем, вот такой вот выпуск, ребят. Надеюсь, он вам был полезен, понравился. Подводя итог. Итоги вечера, блядь. Даже не знаю, что, отдавать своих дочерей на боевые искусства, чтобы они пиздили всех подряд. Как вариант. Подготавливать самому, получать гражданское оружие. В общем, стоит всегда быть начеку. Для меня как бы это все не ново. Я всегда как бы нос по ветру, хвост пистолетом. Я прекрасно знаю, в каком мире я живу, какие ужасы здесь происходят и какие ужасные люди могут быть. То есть я как бы всегда готов. Вам же рекомендую и настоятельно советую быть всегда в таком же как бы состоянии, не расслабляться. Расслабляться нельзя ни в коем случае. Какая бы жизнь прекрасная и пиздатая ни была. Был у нас даже один случай такой, ребят, знаете, человек отбывал наказание за то, что увидел в интернете, как сделать бомбу. Сделал ее и решил как-то проверить. Как проверить? Пришел на работу и своему начальнику приделал ее в кресло. Тот пришел с деловым партнером, в кресло сел, бух, все, 2 жмура. 10 лет ему там дали. Сколько-то там, 10 или 12 лет. Я помню, что не очень много. Вот так вот, решил попробовать. Просто в голове что-то ебнуло, блядь. Естественно, от этого ты не застрахован никак. Ты не будешь теперь каждый раз проверять свои колеса, хорошо ли они прикручены у тебя, или там тормоза, или там с какое-то сиденье ты садишься, или что ты пьешь. Это уж там совсем крайность. Я просто вам привожу пример, чтобы вы понимали, что всякая хуйня возможна. Всякая. Всегда надо быть к этому готовым и по возможности готовить и оберегать тех, кто рядом с тобой. В общем, на этой ноте давайте закончим, ребят. Всем спасибо, всем добра. Ставим лайки, если вам понравился этот ролик. Если не понравился, ставим дизлайки. Но обязательно пишем, почему. Неаргументированный дизлайк, это просто, конечно, вообще, я не знаю. Это петушиный поступок, короче. Вот, ребят, так, все, ссылки на ВК и Инстаграм, как всегда, в описании. На второй мой канал тоже в описании. Все, до новых встреч. Увидимся.